Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и еще долгие топы. Относительно долгие, разумеется, в обзоре я не буду никоим образом вспоминать про фото и видео в плане больших объемов. Вы увидите какие-то там фотографии с топа 10 римлевских смартфонов 2022 года. И по большому счету основной объем любого обзора это в описании будет на каждый из этих девайсов обзор мой. Плюс комментарии тех, кто, скорее всего, либо купил, либо планирует купить данные девайсы. Это уже второй топ Realme. В прошлом году был отдельный топ. Сюда не вошли все смартфоны, разумеется. Сюда вошли только те смартфоны, которые я считаю, что стоит рассмотреть к покупке. Чем отличается Realme от тех же Xiaomi? Тем, что у них даже в китайских версиях смартфонов есть русский язык. Это раз, огромное различие. Чем отличается от смартфонов Huawei? Тем, что у них, в отличие от Huawei, есть Google сервисы и возможность их устанавливать. Чем от Sony, разумеется, стоимостью, от Яблока стоимостью. Если брать, допустим, какие-то третьи эшелоны, но это мракобесие, я за них топить не могу, так же, как, допустим, обозревать их новинки. Вы же понимаете, что железо может быть одно и то же, но решает ПО. Это как с сенсорами у камер. Оно вроде бы у всех одно и то же, а алгоритмы разные, даже процессоры одни и те же. Но это лирика. Не лирика. Чем отличается Realme? Это бренд BBK, корпорация. И они всегда делают хорошо за очень выгодный ценник. А особенно приятно, что у Realme есть такая история, как падение цены. Падение цены у флагманов у них достигает в 2 раза, в 3 раза, притом за полгода. Я особенно вспоминаю в этом случае Realme GT 2 Pro, который стоил в нашем ритейле за 70, а во время распродажи продавался за 24. И таких примеров в море. Если брать топы смартфонов до 20 тысяч рублей, это однозначно все от Realme, и вы их и без меня знаете. Это Realme 3T, это Realme Neo 3. И по большому счету они делают практически для всех сегментов, кроме суперфлагманов, что-то супер крутое. Мы прекрасно знаем, что для того, чтобы использовать смарт, нам нужен экран, нам нужен микрофон. Что нам еще необходимо? И неплохая съемка. Фронталки у BBK у всех плохие, основные камеры у многих хорошие, если особенно руки прямые. Если брать возможности игровые, все прямо супер. То есть это одно из самых заточенных под игры устройств, хотя стоит не как игровые смартфоны. Если брать беспроводные зарядки, обычные зарядки, железо, они не скупятся, потому что BBK 7-мильными шагами догоняет по объемам Xiaomi на каких-то сегментах. Они их обгоняют. Я не пиарю данный бренд. Такие топы были у меня по OnePlus. Такие топы еще будут по Samsung. Посмотрите, напишите, хотите ли освеженные топы, допустим, тех же Xiaomi. И от себя могу добавить одно. Любой смартфон, который производится в Китае для китайского рынка, вы это заметите по топу, он на голову выше того, что делается исключительно для глобала. И на глобал, допустим, Realme GT Neo 3, яркий пример. В китайской версии он стоит примерно на процентов 30 дешевле. А железо то же самое. Ну, с бендами вы поиграетесь, чуть-чуть с оповещениями. То есть, в принципе, если вам интересна техника, вы если хотите топовую технику в прямом смысле за очень выгодный ценник, стоит иногда смотреть во все стороны. Надеюсь, вот сегодня вы посмотрите на эти стороны. Напишите, какой у вас смартфон в комментариях. Смотрим! Еще раз всем привет, вы на канале Польза.нет, как вы уже, наверное, догадались. И сегодня я предоставлю вам свой обновленный топ-10 смартфонов бренда Realme. Да, год назад у меня уже был на канале топ-10 смартфонов этого бренда, но время неумолимо бежит вперед, а поддержка смартфонов, как вы понимаете, имеет свой строго определенный промежуток времени. И, соответственно, чем более старый по дате начала продаж смартфон вы покупаете, тем меньше количество времени производитель будет поддерживать для него актуальное обновление безопасности, новые прошивки и остальные прелести. Из этого следует вполне логичный вывод. Даже если вам нравится смартфон, выпущенный более года назад, все равно имеет смысл приобретать как можно более свежую модель, дабы иметь более долгую поддержку со стороны производителя. Да и согласитесь, чем свежее модель, тем свежее обвес. Это Bluetooth модуль, Wi-Fi модуль и остальные прелести. Все равно прогресс движется вперед. Иногда быстрыми шагами, иногда медленными, но всегда. Ну и еще об одной особенности нужно помнить конкретно в отношении смартфонов бренда от корпорации BBK. Вне зависимости от того, купите ли вы глобальную версию смартфона или чисто китайскую, у вас в любом случае будет полностью переведенная на русский язык оболочка и сервисы Google. Да, будут несколько китайских приложений, могут в прошивке проскальзывать иероглифы в паре мест, но глобальных отличий не будет, как в тех же Xiaomi. Максимум не будет поддержки либо 7 либо 20 бенда в 4G сетях, но это опять же
затрагивает лишь людей, живущих в отдаленных от больших городов местностях, которые в большинстве своем точно знают, на каких частотах работает их сотовый оператор, и не будут смотреть на модели, не работающие в данной полосе частот связи. Напоминаю на всякий случай, что на каждый смартфон из этого топа есть отдельный обзор с распаковкой, примерами работы камер, результатами тестов, примерами работы микрофонов, тестов в играх и еще много чем. Разумеется, с комментариями под этими обзорами. И на некоторые из этих смартов есть еще и стримы с прожаркой. Поэтому смотрим описание, подписываемся с колоколом, пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Любому, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там уже 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок. Итак, довольно слов, полетели. На 10-м месте моего топа сегодня Realme Q5. И несмотря на то, что это самый дешевый смарт из данного топа, у него есть довольно много плюсов. И многим его возможностей хватит более чем с головой. К плюсами данного смарта я отнесу почти 400 тысяч баллов в Antutu, частота обновления экранов 120 Гц и присущая в основном смартфонам из верхнего ценового сегмента поддержка быстрой зарядки и неплохой процессор. И, к слову, спойлерну, это один из лучших смартфонов до 10 тысяч рублей. Понятно, что не в режиме сейла он стоит 12 с копейками, он очень хорош за свои деньги. Для покупателя предусмотрели все, чтобы без проблем пользоваться смартфоном прямо с момента покупки. Есть и защитный чехол, и блок питания, и наклеенная на стекло защитная пленка. Мини-джек никуда не делся, за что спасибо. Сканер отпечатка пальцев кнопки питания стандартен для этой ценовой категории, но некоторым так нравится даже больше, чем в экране. Гибридный слот для сим-карта, за что огромный плюс в карму Realme. Размеры стандартные для такого экрана, весит смарт 195 граммов, это не самый большой вес. 3 варианта расцветки на выбор, черная, белая и оранжевая. Тыльная часть из матового пластика, рамка тоже пластиковая. IPS-дисплей имеет размер 6,6 дюйма и разрешение 2412 на 1080 точек с плотностью пикселей 401 ppi. Пиковая яркость 600 нит, и это хорошо, хотя на солнце ее чуть-чуть не хватает. Частота обновления экрана 60 Гц, 120 Гц или автогерцовка. Частота дискретизации касания 240 Гц, и работает она хорошо. Автояркость работает отлично, сканер отпечатков пальцев работает шустро, лицо распознается даже под углом. Внести для разблокировки данные можно только одного лица, шима нет, как вы понимаете, есть режим защиты глаз, что хорошо. Процессор Qualcomm Snapdragon 695, графический процессор Adreno 619, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR4X, на выбор доступно 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память, судя по тестам, не выше, чем UFS 2.2, и на выбор доступно 128 или 256 гигабайт. Не забываем про возможность расширить память за счет карты памяти, она здесь есть. Есть поддержка Wi-Fi 5 серии, 5G сетей, а в 4G есть поддержка 7 бенда. Кому-то этого может быть мало, к примеру, жителям маленьких городов или отдаленных областей, но большинству будет более чем достаточно. В стоке есть запись разговоров без уведомления собеседника, есть VoLTE, VoWi-Fi, Bluetooth версии 5.1, не самый последний, но и не старый. GPS-модуль может работать с 4 видами навигационных систем и имеет точность в городских условиях в районе 3 метров, стандартно для Qualcomm, как вы помните. У Qualcomm лучше не бывает. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, в PC-марке показал время работы 10 часов 8 минут, и это при 120 Гц на максимальной яркости. Полностью от родного блока питания смарт заряжается за 52 минуты. Не забывайте, что все смартфоны бренда Realme имеют свой стандарт зарядки Super Dart Charge, и подобрать неоригинальный блок питания или кабель зарядки на Али довольно сложно, так что не теряйте ни кабель, ни зарядное устройство, если хотите пользоваться корректно работающей быстрой зарядкой. Не надо мне писать, что альтернатив от Угрина, Базеуса и всего остального моря. Не все то золото, что блестит. Скажем так, лучше оригинала может быть только оригинал. За полчаса просмотра на YouTube смарт поедает 6% заряда, это довольно прилично. В играх смарт ведет себя более чем достойно, учитывая его стоимость. За результатами тестов, я еще раз повторяюсь, в обзоры по ссылкам в описании. В принципе, вы в картинке видите сейчас, кто что может, а так, чтобы прям разжевывать, не в топе, давайте. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 камер и одной LED-вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей, 2 модуля по 2 мегапикселя, макромодуль и портретник. Видео основная камера пишет максимум в 1080p 30 fps, фронталка на 16 мегапикселей, видео пишет в таком же максимальном разрешении. Минусы есть, я их не скрываю. Микрофоны при видеозаписи работают не лучшим образом, разъем USB Type-C версии 2.0, неудивительно, к сожалению, даже во флагманах такое запихивают. Звук у смарта моно, и это эпичный FL, нет ИК-порта, но его не будет ни в одном из смартфонов этого топа. У Realme их вообще нигде нет. Нет защиты от влаги, нет 20-го бенда в 4G, вибро слабый и не настраиваемый, нет модуля NFC, это приличный FL. Да, отсутствие NFC можно частично компенсировать оплатой по QR-коду с помощью, допустим, системы быстрых платежей, но данная опция доступна
доступна далеко не везде, не забывайте об этом. Нет беспроводной зарядки, разумеется. IPS-экрану не хватает яркости на солнце, что естественно для этого типа экранов. Резюмирую, если вам нужна рабочая лошадка, которая имеет стабильную оболочку и не глючит в большинстве игр, притом работает идеально по мне за такие деньги, за исключением самых тяжелых игр, и вам не критичны недостатки, о которых я только что сказал, это идеальный выбор за такие деньги, даже без распродаж. Единственное, еще дополню минус, что в глобале данного смартфона нет, это вот только Китай сделал для себя. Хорошо сделал, дешево, выгодно и вообще цвет, блеск, красота. На 9-м месте моего топа красуется Realme GT Neo 2T. Почему такое место, спросите вы? Всего лишь потому, что он был представлен публике год назад, и несмотря на вполне свежее железо, срок поддержки у него на год меньше, чем у смартфонов, представленных в этом году. Я в начале топа уже упоминал об этом, поэтому не спрашивайте. Плюсами данного смартфона я отнесу производительный процессор, хорошую точность GPS, отличную стоимость для его железа, приличную камеру, исключая фронталку, но это особенность почти всех смартов от Realme, комплект стандартный для Realme, все необходимое есть. Блок питания, пленка на стекле, защитный чехол достойного качества, два цвета корпуса на выбор, белый и черный, терпимо, хотелось бы побольше вариантов. Рамка у смарта пластиковая, тыльной части стекла. Размеры смарта стандартные, весит он 187 граммов, не так и много. Спасибо, что оставили мини-джек. Звучание у смарта стерео, есть поддержка Dolby Atmos, AMOLED дисплей имеет размер 6,43 дюйма, разрешение 1080 на 2400 точек, плотность пикселей 409 ppi. Пиковая яркость 1000 нит, на солнце экраном пользоваться можно. Частота обновления экрана на выбор 60-120 Гц или автояркость, тач на 360 Гц, шим при включенном DC-димминге небольшой, главное не забыть включить его в настройках. Always on Display есть полноценный. Сканер отпечатка пальца в экране работает стабильно, по лицу смарт вас тоже узнает, даже в очках, что хорошо. Процессор MediaTek Dimensity 1200i, графический процессор ARM Mali G77 MC9. Интерфейс Realme UI версии 2.0 на базе Android 11. Вполне возможно уже другая версия. Еще раз повторяю, что все смартфоны, которые я гонял, имели на тот момент, когда я их гонял и тестировал, именно эти операционные системы. Вполне возможно, что уже Realme UI 3 прилетела на 2T легко. Но не факт, что сделала его лучше. Как я знаю, некоторые смарты Realme крашат при обновлении. Допустим, стабилизатор убивает. Так что внимание, если вы покупаете смартфон, которому больше года, почитайте обязательно отзывы на него, что с ним произошло за этот год. Возможно, он не стал лучше. Оперативка LPDDR4X, на выбор есть версия 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память шустрая, UFS 3.1, и на выбор доступно 128 или 256 гигабайт. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей, а в 4G есть поддержка 7 бенда. Есть запись звонков без оповещения собеседника о начале записи. Bluetooth версии 5.1 не самый новый, есть NFC-модуль, так что с MIR-PM проблем не будет никаких. GPS-модуль поддерживает работу с 5 различных типов навигации и точность работы в городских условиях до 1 метра, это круто. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч, и в PC-марке показал время работы 8 часов 30 минут при 120 Гц экрана и максимальной яркости. Полностью родной зарядкой смарт заряжается за 29 минут, отличный результат. Производительности смарту хватает, греется он заметно, но не критично. Производительность не сбрасывает. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя, ультраширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Видео смарт пишет в максимум 4К и 60 FPS, фронталка на 16 мегапикселей пишет видео максимум в 1080p 30 FPS. Минусы: слот для сим-карт не прорезиненный, защиты от влаги нет. Нет поддержки карт памяти, нет 20-го бенда, но это момент актуален не для всех. Нет беспроводной зарядки, пластиковая рамка смарта быстро царапается без чехла. И еще один минус, как по мне, этот смарт был выпущен в 2021 году и до сих пор не имеет прошивки на базе Android 12. Во всяком случае, я не нашел, кто обновился. Я уже молчу про 13-ю версию, которая начала прилетать, например, Samsung 21 серии. Также выпущенным изначально с 11-й версии Android. Но это волнует далеко не всех, а вот стабильность работы, отличное железо и очень доступный для таких спеков ценник может радовать потенциальных покупателей не один год. Резюмирую, достойный аппарат вполне заслуживает находиться в моем топе. 8-е место моего топа занимает Realme GT Neo 2. К плюсам данного смартфона я отнесу не свежий, но очень стабильный процессор, приметную внешку, возможность съемки видео в 4К, комплект стандартный для Realme, есть все необходимое. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, габариты стандартные для его диагонали. Весит смарт 204 грамма, AMOLED дисплей имеет размер 6,62 дюйма, разрешение 1080 на 2400 точек, плотность пикселей 398 ppi. Пиковая яркость дисплея в авторежиме выводит 1300 нит, на солнце пользоваться им можно без проблем. Частота обновления экрана 60-120 Гц и автогерцовка, тач на 600 Гц, есть полноценный
полноценный Always On дисплей, есть DC-диминг в прошивке, автояркость работает стабильно хорошо, разблокировать смарт можно сканером отпечатков пальцев в экране или распознаванием лица. Проблем при разблокировке нет. Процессор Qualcomm Snapdragon 870, графический процессор Adreno 650. Интерфейс Realme UI версии 2.0 на базе Android 11 был на момент моего обзора. Сейчас вроде есть обновление до Android 12. Оперативная память LPDDR4X, на выбор доступно 6, 8 или 12 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1, это хорошо. И на выбор 128 или 256. Есть поддержка Wi-Fi 5 версии, 5G сетей, нам не особо нужных, кому-то нужных. У глобальной версии смарта есть 7 и 20 бенды в 4G сетях. Вибра хорошая, настраиваемая, Bluetooth версии 5.2, есть поддержка MirPay с помощью модуля NFC, GPS-модуль показывает точность 3 метра, аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, в PC-марке показал время работы 8 часов 55 минут на максимальной яркости при 120 Гц. От родной зарядки на 65 Вт смарт заряжается за 34 минуты. Быстро. Производительности хватает, за результатами добро пожаловать в отдельный обзор. Основной блок камер состоит из 3 модулей и 2 LED вспышек. Основной модуль на 64 мегапикселя, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 4 мегапикселя с фокусным расстоянием 22 мм. Видео смарт пишет максимум в 4К и 60 FPS, фронтальный модуль на 16 мегапикселей, видео может писать в максимум 1080p и 30 FPS. Примеры фото и видеосъемки также доступны в отдельном обзоре по ссылке в описании. Смотрите, не стесняйтесь. Минусы: нет мини-джека, нет поддержки карт памяти, нет беспроводной зарядки, нет защиты от влаги, разъем USB Type-C версии 2.0. Резюмируя, смартфон отлично подходит для игр, у него выдающаяся внешка, стабильная работа, вылизанная оболочка, хороший средняк с запасом производительности. Кому зашел, тому зашел. Хороший смарт. На 7-м месте моего топа расположен Realme Q5 Pro. И я напоминаю, что у него есть братья-близнецы уже в глобалках, но этот имеет свою прелесть. Основная в том, что он стоит очень-очень небольших денег. К плюсам данного смартфона я отнесу поддержку съемки в видео 4К 60 FPS, стабильный процессор и интересный ценник для его возможностей. Да, у него нет прям чисто глобальной версии, но максимальная проблема из этого — блок зарядки с китайской вилкой, на которую полно переходников в любом магазине за 15 рублей. Да, несколько неудаляемых китайских приложений на борту, которые прячутся в отдельную папку. Да, у некоторых глючат оповещения от некоторых приложений, но все это можно настроить. Для лечения этих болячек в интернете есть все инструкции. Комплект поставки стандартен для Realme, блок питания на достойные 80 Вт. Смарт имеет стандартные размеры для такого размера дисплея и весит 195 граммов. На выбор покупателю предоставлены 3 варианта расцветки: черная, белая и оранжевая, которая была у меня на руках. Дизайн интересный из-за текстуры шахматной доски на тыльной части смартфона. Тыльная часть выполнена из стекла, рамка пластиковая, экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. На корпусе расположена кнопка питания, на противоположной стороне качели регулировки громкости. Звук у смарта стерео и довольно неплохое. AMOLED E4 дисплей размером 6,62 дюйма имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 398 ppi. Есть поддержка DCI-P3, HDR10+, пиковая яркость 1300 нит, яркости экрана хватит всем. Частота экрана на выбор 60-120 Гц или автогерцовка. Частота дискретизации касания 720 Гц. Меня она порадовала. DC-диминг в наличии, но активируется только в режиме разработчика. Показатели шима вполне небольшие, глаза не устают. Есть функция защиты глаз, как и возможность настроить экран под свои предпочтения. Есть полноценный Always On дисплей. Сканер отпечатков пальцев в экране расположен слегка низко, но к этому многие привыкают, так уже во многих смартах многих брендов. Распознавание лица срабатывает отлично даже под углом. Второе лицо в биометрические данные внести нельзя. Процессор Qualcomm Snapdragon 870, графический процессор Adreno 650, интерфейс Realme UI на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR5 на выбор 6 или 8 гигабайт, внутренняя память двухканальная UFS 3.1 и на выбор есть 128 или 256 гигабайт. Привычный уже Wi-Fi 6 версии, есть поддержка 5G сетей, а в 4G есть бенды 7. Звучание хорошее, микрофоны, датчики приближения работают адекватно. Есть запись разговоров без уведомления собеседника, разумеется, как и у всего, что имеет китайскую версию прошивки. Линейный моторчик по оси X приятный, настроить силу вибрации можно, как и интенсивность сенсорного отклика. Bluetooth версии 5.2, GPS-модуль поддерживает 6 различных навигационных систем и точность в городских условиях 3 метра. Стандартно для Qualcomm. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, и в PC-марке показал время автономной работы 9 часов 28 минут при 120 Гц и максимальной яркости. Смарт поддерживает стандарт зарядки Power Delivery в версии 3.0 и заряжается полностью от родного блока питания за 35 минут. Результаты тестов неплохие. Основной блок камер состоит из 3 модулей и 2 LED вспышек. Основной модуль на 64 мегапикселя, сверхширик на 8 и макромодуль на 2. Видео на основную камеру смарт пишет максимум в 4К и 60 FPS. Цифровая
HDR-стабилизация доступна только в 1080p и 60 FPS, а обычная цифровая стабилизация доступна в максимум в 4К 30 FPS. Фронталка на 16 мегапикселей снимает видео максимум в 1080p и 30 FPS. Видео Smart снимает лучше среднего, а вот фото у него отменные. Минусы: нет мини-джека, нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0. Жалко, но привычно. Нет защиты от влаги, тоже привычно. Если брать за эти деньги, можно, наверное, добавить процентов 35 и купить какой-нибудь A53 от Samsung с защитой от влаги, но он будет лагать жестче, чем любой смартфон от Realme за 9000. Нет 20-го бенда, нет модуля NFC, это лютейший фейл, как по мне. Нет беспроводной зарядки, нет оптической стабилизации на основном блоке камер, а в целом это очень стабильный смарт с хорошей автономностью, отличными камерами, за исключением фронталки. На шестом месте моего топа красуется Realme 9 Pro Plus. К плюсам данного смарта я отнесу неплохой стереозвук, оптическую стабилизацию основной камеры, стабильный процессор, адекватный во время распродаж ценник, стандартный комплект, ничего нового, ничего старого не исчезло. Зарядка на 60 Вт, Super Dart Charge. Не теряйте родную зарядку и кабель, просто напоминаю вам. Размеры смартфона стандартные, весит он 184 грамма, 3 варианта расцветки на выбор: зеленая, синяя и черная. Тыльная часть смарта из стекла, рамка металлическая, как мне кажется. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, стереозвук неплохой, хотя разговорный динамик выступает в роли основного. AMOLED дисплей имеет размер 6,4 дюйма, разрешение 2400 на 1080 точек, плотность пикселей 409 ppi. Частота обновления экрана 60-90 Гц или автовыбор. Тач на скромные 360 Гц. Есть DC-димминг, шим есть, но не сильный. Автояркость работает хорошо, но резко. Полноценный AOT Always On Display на борту. Разблокировка с помощью сканера отпечатков пальцев в экране работает быстро, также с помощью него можно измерять пульс, вдруг кому-то понадобится, хотя приблуда максимально бесполезна по мне. Распознавание лица срабатывает быстро, процессор MediaTek Dimensity 920, графический процессор Mali G68 MC4. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR4X на выбор доступна 6 или 8 гигабайт. Внутренняя память UFS 2.2 на выбор доступна 128 или 256 гигабайт. По ощущениям она работает гораздо медленнее. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, есть поддержка 5G сетей. Бенды 7 и 20 для 4G сетей на борту. Сеть ловит отлично, есть запись разговоров без уведомления собеседника, вибра хорошая, Bluetooth версии 5.2. Есть модуль NFC, MirPay работает без проблем, как и другие возможности этого модуля. GPS-модуль поддерживает 4 типа навигационных систем и в городских условиях показывает точность в 1 метр. Аккумулятор имеет емкость 4500 мАч. В PC-марке показал время работы в 8 часов 43 минуты на максимальной яркости экрана и максимальной герцовке. Полностью родным адаптером питания смарт заряжается за 43 минуты. При нагрузках смарт грелся, в тяжелые игры лучше играть на средних настройках. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и одной LED-вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей, сверхширик на 8 мегапикселей и макромодуль с фокусным расстоянием 21 мм. Есть оптическая стабилизация, отрабатывает она хорошо. Видео смарт пишет максимум в 4К 30 FPS, фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. Минусы: слот для сим-карт не прорезиненный, разъем USB Type-C версии 2.0, нет поддержки карт памяти, нет беспроводной зарядки. Резюмирую, очень удачный смартфон с отличной съемкой на основную камеру, оптической стабилизацией, производительным процессором и свежей версией Android. Но лишь по цене довольно приличной. Опять же, если смотреть рынок, на них был очень хороший ценник во время распродаж и плохой без распродаж. Версия 9 и 9 Pro Plus, напоминаю, мне еще и потела на старте. Если вас не отталкивают минусы, которые я перечислил, это достойный кандидат на покупку. По поводу шуток насчет потери камеры, ну, друзья, это все равно неприятно, когда ты каждый раз должен просушивать телефон перед использованием, потому что первый старт у тебя появляется конденсат, согласитесь? На пятом месте моего топа красуется Realme GT 2. Плюсом данного смарта я отнесу 1,5 миллиона баллов в Antutu, и у него вроде бы стандартная камера на 50 мегапикселей, но качество видеосъемки просто отменное и сумасшедшая автономность по PC-марку. И да, DC-димминг в наличии, что тоже плюс. Комплект поставки стандартный для Realme. Блок питания на 65 Вт, чехол, защитная пленка на экране. Ничего не забыли, за что спасибо. Размеры для его диагонали экрана стандартные, весит смарт 203 грамма, рамка, к сожалению, пластиковая. 4 варианта расцветки, цвет бумаги тусклый, зеленый, голубой и черный. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии, звук у смарта стерео, усеченная, так как в роли основного используется разговорный динамик. AMOLED дисплей размером 6,62 дюйма имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 398 ppi. Есть поддержка DCI-P3, пиковая яркость 1300 нит, которой хватит даже на ярком солнце. Частота обновления экрана на выбор 60-120 Гц или автовыбор. DC-димминг в наличии, причем его можно включить даже при 120 Гц.
герцах. Шим есть, но более чем адекватный. Автояркость работает без замечаний, Always on Display есть, полноценный. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, распознавание лица очень быстро и стабильно. Процессор Qualcomm Snapdragon 888, графический процессор Adreno 660. Производительности хватает. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR5 на выбор 8 ГБ или 12. Внутренняя память есть на выбор 128 или 256 ГБ типа UFS 3.1. Также есть поддержка Wi-Fi 6E версии, это круто, это прям последние сетей 5G, а для 4G есть только Band 7, ну в принципе этого достаточно. Звучание при звонках хорошее, собеседника слышно отлично, есть функция записи звонков без уведомления собеседника, вибра не топорная, настраиваемая, Dolby Atmos на борту, но только для внешних Bluetooth устройств. Bluetooth версии 5.2, NFC модуль есть, MirPay работает, GPS на смарте двухдиапазонный и имеет поддержку 5 видов спутниковых систем. Точность в городских условиях стандартно 3 метра. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, в PC-марке показал время работы в 9 часов 27 минут, что для этого проца очень хорошо. И это на 120 Гц и максимальной яркости экрана. Полностью от родной зарядки смарт в выключенном состоянии зарядился за 50 минут. Далеко не рекордные показатели, правда? Но каждый раз время зарядки было разное, матрица. Тесты синтетики в отдельном обзоре есть. Кому интересно, еще раз заходим, смотрим. Блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей с сенсором Sony IMX766 с оптической стабилизацией, затем сверхширик на 8 мегапикселей, углом обзора в 119 градусов стандартно и макро-модуль с затычечкой на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 4 сантиметра. Запись видео доступна в максимальном разрешении 4К 60 FPS, фронталка на 16 мегапикселей с сенсором от Sony может снимать видео максимум 1080p и 30 FPS. Основной модуль снимает просто отлично, да и фронталку, как по мне показалось, подтянули по качеству видео. На она у всей линейки BBK не супер, если не сказать, что просто плохая. Минусы: нет мини-джека, нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0, что печально, нет защиты от влаги, нет 20-го бенда в 4G, нет беспроводной зарядки, еще одно может остановить от покупки — дата начала продаж смартфона, он не супер свежий. Резюмирую, если недостатки вас не пугают, это отличнейший выбор с топовыми спеками, отличной съемкой на камеры за свои деньги. Это прям флагман по цене дешевого средняка. Погуглите в телеграм-канале скидок моем, в какой ценник он продавался. И сказать, что у вас будет культурный шок, ничего не сказать. GT2 и GT2 Pro скидывали просто за какие-то копейки. Да, GT2 Pro не всем потом на Алиэкспрессе послали. Есть те, кто все еще ждут, есть те, кому уже послали. Но GT2 вроде бы послали всем. И это цвет, блеск, красота. Такая железка за такие деньги. На 4-м месте моего топа красуется лидер моих смартфонов до 20 тысяч рублей. Повторяю, что у меня есть несколько свежих топов до 10 тысяч, до 20 тысяч, до 15, до 35, до 30 флагманов, топ смартфонов для игр. Все на канале, смотрим. Так вот, это у нас Realme GT Neo 3T. Плюсом данного смарта я отнесу самый стабильный процессор по отношению производительность нагрев. Snap 870, он вообще не свежий, но он стабильный. У него частота обновления экрана до 120 Гц, довольно мощная зарядка в комплекте и приличный аккум. В желтом цвете аппарат смотрится очень хорошо. Рамка, к сожалению, пластиковая, быстрая оперативка, быстрая внутренняя память, 2 физические сим-карты. Комплект стандартен для Realme. Есть и защитный чехол неплохого качества, и защитная пленка, и блок питания с быстрой зарядкой на 80 Вт. Габариты у смарта стандартные, весит он 197 граммов, терпимо. На выбор у покупателя есть 3 расцветки корпуса. Желтая меня порадовала больше других. Также есть белая и черная расцветка. Звук у смартфона стерео, есть поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio. AMOLED-дисплей имеет размер в 6,52 дюйма, разрешение 2400 на 1080 пикселей и плотность пикселей 397 ppi. Есть поддержка DCI-P3 и HDR10+. Пиковая яркость 1300 нит, автояркость работает корректно, частота обновления экрана может быть 60-120 Гц или режим автовыбора. Тач на 360 Гц, шим есть, но не выше 35%, что хорошо. Есть полноценный Always On дисплей, разблокировка с помощью отпечатка пальца работает хорошо, распознавание лица срабатывает даже под углом. Стабильный процессор Qualcomm Snapdragon 870, графический процессор Adreno 650. Оболочка Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка LPDDR4X доступна только 8 ГБ. Внутренняя память UFS 3.1. И здесь есть выбор 128 или 256 ГБ. Есть поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, 5G сетей. Для 4G есть 7 и 20 бенды, вибромоторчик тактильно приятный. Микрофон, как и датчик приближения, меня не подводили. Bluetooth версии 5.2. Есть NFC модули, это хорошо. Также есть GPS модуль с поддержкой 4 видов навигационных систем. GPS-тест в городских условиях показывает точность 3 метра. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. В PC-марке показал 9 часов 30 минут на максимальной яркости и 120 Гц экрана. Смарт полностью заряжается родной зарядкой за 38 минут. Результаты тестов доступны в отдельном ролике. Основной блок камер с
состоит из 3 модулей LED-вспышки. Основной модуль на 64 мегапикселя, ультраширик на 8 и с углом обзора он 119,7 градуса и макромодуль затычечка на 2 мегапикселя. Видео Smart может снимать максимум в 4К 60 FPS. На борту есть цифровая стабилизация. Сверхстабилизация доступна только в 1080p. Фронталка на 16 мегапикселей может снимать традиционно для Realme лишь в 1080p и 30 FPS. Качество фото хорошее, а вот качество видео разочаровало, так как 4К 60 FPS нет стабилизации. Минусы: нет мини-джека, нет поддержки карт памяти, разъем питания USB Type-C версии 2.0, что плохо, как по мне, нет защиты от пыли и влаги, нет беспроводной зарядки, нет оптической стабилизации при съемке, пластиковая рамка. Резюмирую: отсутствие влагозащиты, но наличие стереозвука, отсутствие оптостаба, но неплохой цифровой стаб на 1080p, а еще хорошие баллы в синтетике, стабильная работа всех датчиков, и это довольно свежая модель, плюс она, считайте, глобалочка, плюс-минус. В целом, Smart, цвет, блеск, красота, еще раз повторяюсь, ловить его надо. За хороший ценник найдете, будете рады. Тройку лидеров сегодняшнего топа открывает глобальная версия Realme GT Neo 3. Вот его сложно поймать. В глобалке их сметают просто моментально. К плюсам данного смартфона я отнесу хорошую производительность, практически максимально свежее железо, оперативная память LPDDR5, внутренняя память UFS 3.1, довольно мощный процессор, тач на космические 1000 Гц, хороший набор камер и очень адекватный ценник. На Smart с завода наклеена неплохая защитная пленка, комплект хорош. Есть варианты с зарядкой на 80 Вт или на 150 Вт. Размеры у Smart стандартные, весит он 191 грамм, далеко не самый большой вес. Тыльная часть из стекла, рамки алюминиевые, а с фронтальной части экран покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 версии. Звук стерео, есть поддержка Dolby Atmos, салазки прорезинены, что хорошо. AMOLED дисплей на 6,7 дюйма, имеет разрешение 2412 на 1080 пикселей. Плотность пикселей 394 ppi, есть отображение 100% расширенного цветового пространства DCI-P3, частота обновления 120 Гц или автогерцовка. В режиме разработчика есть функция DC-димминга. По моему мнению, мало кому понадобится включать данную функцию, так как шим минимальный. Always on Display полноценный. Сканер отпечатков пальцев в экране, встроена функция измерения сердечного ритма, распознавание лица работает быстро и без проблем. Можно зарегистрировать данные только одного лица. Процессор MediaTek Dimensity 81205G, графический процессор Mali G610 MC6. Интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативка на выбор 8 или 12 гигабайт, встроенной памяти может быть 128 или 256. Большинству этого хватит. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, также Smart поддерживает ненужные нам 5G сети одновременно с 2 сим-карт. А также в 4G сетях у него есть 7 и 20 бенды, что очень хорошо. Отмечу, что в китайской версии смартфона есть только 7 бенд в 4G сетях, 20 нет. Есть запись разговоров собеседника, но с уведомлением о начале записи, в отличие от китайской версии, в китайской никто не предупреждает. Вибра хорошая, настраиваемая, Bluetooth последней версии 5.3, NFC-модуль на борту работает, можно устанавливать MirPay для оплаты банковской картой. GPS-модуль с поддержкой целых 6 типов навигационных систем работает быстро, показывает точность в 1 метр. Аккумулятор емкостью 5000 мАч показал в PC-марке время работы 8 часов 38 минут на максимальной яркости и 120 Гц экрана, и полностью заряжается Smart за 37 минут. В играх Smart показал себя довольно неплохо. Все результаты доступны в полном обзоре на Smart по ссылке в описании. Как и уже отзывы пользователей в комментариях. Есть поддержка OTG, результаты тестов радуют. По камерам ситуация следующая. Основной модуль Sony IMX766 на 50 мегапикселей с оптостабом, а также есть сверхширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 119 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Вспышка двухцветная, видео Smart пишет максимум в 4К 60 FPS, фронталка на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p и 30 FPS. Минусы: нет мини-джека, нет направленных микрофонов в районе основного блока камер, разъем USB Type-C версии 2.0, это печально, нет кастомного эквалайзера, нет поддержки карт памяти, нет беспроводной зарядки, нет 60 FPS на фронтальном модуле. Резюмирую: хороший обвес, хорошее ПО, приличная видеосъемка, довольно комфортно играть на таком железе, но сложно найти именно Global за адекватный ценник, а китайскую версию брать есть свои минусы, хотя она тоже хороша. На втором месте моего топа красуется Realme GT 2 Pro. К плюсам данного смарта я отнесу отличные фишки типа макрокамеры, позволяющие делать нереально крутые фотки, будто как под микроскопом, возможность съемки видео в 8К 24 FPS, свежайшее железо и оптимизированное программное обеспечение. Уже комплект стандартен для Realme, ничего не забыли, включая защитную пленку на экран с отличной олеофобкой, чехол приличного качества и блок питания на 65 Вт. Размеры у смарта стандартный, не компакт, а весит он 195 граммов. 4 цвета на выбор: белый, зеленый, голубой и черный. Рамки у смарта алюминиевый, экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus, звук у смарта стерео неплохой, при этом, хотя в роли второго динамика выступает разговорный. Слот на 2 сим-карты
прорезинен, спасибо за заботу о пользователях. AMOLED LTPO дисплей версии 2 имеет размер 6,7 дюйма и разрешение 1440 на 3216 пикселей, плотность 525 ppi. Немного нестандартно, но круто. Есть поддержка DCI-P3 100%, HDR10+, дисплей Mate A+, разумеется, все по максимуму. Пиковая яркость 1400 нит, частота обновления экрана 60 Гц, 120 Гц или автогерцовка. Тач на космические 1000 Гц работает в интеллектуальном режиме. Есть поддержка DC-димминга в режиме разработчика, кому он понадобится, включит. Шим есть и не маленький, полноценный Always On дисплей тоже есть, распознавание лица срабатывает без проблем. В смарте установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, графический процессор Adreno 730, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Оперативная память LPDDR5 на выбор 8 или 12 ГБ, внутренняя UFS 3.1 на выбор 128, 256 или 512 ГБ, что радует. Есть поддержка Wi-Fi 6 версии, 5G сетей, что нам пока не актуально. В 4G сетях есть 7 и 20 бенды, также в китайской версии смартфона. Связь Smart держит отлично, в китайской версии есть поддержка записи звонков без уведомления собеседника, вибро нет опорной и настраиваемая Bluetooth версии 5.2, NFC-модуль на борту, MirPay работает без проблем. GPS-модуль двухдиапазонный, поддерживает 7 различных типов навигационных систем и точность позиционирования в городских условиях 3 метра. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке Smart показал время работы в 7 часов, не самый большой показатель, но если помнить, что это один из самых мощных процессоров, то удивления у меня не возникает. Тест проводился, как всегда, на максимальной яркости экрана и 120 Гц. Если выставить автогерцовку экрана при такой же максимальной яркости, то получится результат уже в 13 часов. Чувствуете разницу? Полностью от родного адаптера питания Smart заряжается за 34 минуты, очень хороший результат. При нагрузке, например, в Genshin Impact, Smart нагрелся почти до 54 градусов, не слабо так. Оптический датчик отпечатка пальца, к слову, умеет измерять частоту пульса, и мы уже привыкли к этому делу. За результатами тестов заходите в отдельный обзор по ссылке в описании. Основной блок камер состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей с поддержкой оптической и электронной стабилизации. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 150 градусов и макромодуль на 3 мегапикселя с функцией 40-кратного увеличения. Видео Smart пишет, как я уже упомянул, максимум в 8К 24 FPS, также есть 4К и 60 FPS. Снимает Smart может без ограничения по времени съемки, что просто отлично. Фронталка на 32 мегапикселя, но видео может снимать максимально лишь в 1080p и 30 FPS, что не радует. Минусы, к сожалению, я не встречал еще ни одного девайса без недостатков. Здесь нет поддержки карт памяти, нет мини-джека в китайской версии Smart без русского языка, но в продаже есть уже Smart с глобальной прошивкой, будьте внимательны при покупке. Разъем питания USB Type-C версии 2.0 меня очень расстраивает, нет защиты от влаги, нет беспроводной зарядки. В моем экземпляре на момент теста сканер отпечатков пальцев работал с задержкой, это не очень хорошо, возможно, этот момент уже пофиксили, можете написать, если у вас вдруг на руках это дело. Фронтальная камера является минусом для всех смартфонов от Realme и резюмирую. Отличная производительность, топовый экран без закруглений, которые мешают в играх и при просмотре контента на смарте. Запоминающийся, но не броский дизайн, отменная автономность при автогерцовке и очень привлекательный ценник на сегодня. Я бы сказал, практически идеальный кандидат на покупку, если вам его вышлют с Али. На первом месте моего топа сегодня красуется Realme GT 2 Master Explorer Edition. И этот смарт без глобальной версии, и первая его реинкарнация была тоже без глобала, но он просто крут. К плюсам данного смартфона я отнесу сенсорные триггеры по рамкам смартфона, которые работают даже через чехол. Отличная производительность, 3 миллионов бандлов в Antutu AI и хорошая автономность. Блок питания на 100 Вт, защитная пленка на экране, неплохой комплектный чехол, Realme себе не изменяет и заботится о покупателях, и это очень радует. Размеры стандартные, а весит смарт 210 граммов, немало, больше, чем iPhone 13 Pro. Смартфон вполне компактный, по нынешним меркам 3 варианта расцветки на выбор, темно-зеленая, бежевая и белая. Тыльная часть выполнена из стекла с soft-touch покрытием, рамка алюминиевая. 2 динамика, звук стерео, но разговорный динамик выступает в роли основного, и кастомного эквалайзера нет. В настройках смартфона нет никакого упоминания о сенсорных триггерах, для их активации нужно зайти в настройки игры, открыть игровую панель. К слову, триггеры можно использовать, еще раз повторяюсь, через чехол, но чувствительность их при этом снижается, что неудивительно. OLED-дисплей на 6,7 дюйма имеет разрешение 2400 на 1080 пикселей, процессор дисплея Pixelbox X7, поддержка DCI-P3 100%, HDR10+, плотность пикселей почти эталонная 393 ppi, пиковая яркость 1500 нит, ну понятно, это в режиме автояркости. Частота обновления экрана 60-120 Гц или 4-ступенчатая автогерцовка. Частота дискретизации 360 Гц, а пиковая целых 1000 Гц. Но результат теста дискретизации меня не порадовал. DC-димминг можно включить в режиме разработчика, шим без включенного DC-димминга в
вообще не радует, но включение DC-диминга кардинально меняет ситуацию в лучшую сторону, за что спасибо разработчикам. Автояркость работает прекрасно, полноценный Always On дисплей есть, сканер отпечатков пальцев в экране работает хорошо, но слегка медленно, как по мне. Может быть, его уже допилили. Напишите, кто пользуется. Распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом. Внести данные можно только одного лица. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, графический процессор Adreno 730, интерфейс Realme UI версии 3.0 на базе Android 12 версии. Есть модуль Qualcomm AI Engine Gen 7, оперативка LPDDR5X на выбор доступно 8 или 12 гигабайт. Внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128 или 256 гигабайт, что маловато, как по мне. Хочется иметь возможность купить смарт на 1 терабайт или на 512 гигабайт памяти, но далеко не всем нужны такие объемы, правда. Поэтому к недостаткам записывать я это не буду. Также смарт поддерживает работу с Wi-Fi 6-го поколения, есть поддержка ненужных нам 5G сетей, а в 4G сетях есть 7 и 20 бенды. Связь смарт ловит отлично, в стоке есть запись разговора без уведомления собеседника, это же китайская версия. Вибра приятная, притом настраиваемая. Bluetooth предпоследней версии 5.2, NFC модуль есть, MirPay устанавливается, GPS показывает 5 видов навигационных систем, имеет точность стандартную 3 метра. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, PC-марки показала по автономке 8 часов 20 минут при 120 Гц и максимальной яркости. С включенной в настройках смартфона функции быстрой зарядки от родного блока питания, смарт заряжается барабанная дробь за 26 минут. Просто топовый результат, хотя мы видали и получше. Опа! В тяжелых играх смарт греется, но практически не тормозит. Все результаты доступны в полном обзоре, повторяюсь, по ссылке. Милости просим, как говорится. Основной блок камер состоит из 3 модулей, двухцветной LED-вспышки. Основной модуль на 50 мегапикселей, уже знакомый многим Sony IMX766 с оптической стабилизацией. Также есть ультраширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 150 градусов и макромодуль на 2 мегапикселя. Запись видео доступна максимум в 4К 60 FPS, фронтальный модуль на 16 мегапикселей может снимать видео максимум в 1080p 30 FPS. В стоке довольно много различных режимов съемки, химичьте, смотрите, каждый для себя что-то найдет. Минусы: нет поддержки карт памяти, разъем USB Type-C версии 2.0, когда-нибудь производитель перейдет на более скоростные разъемы, я надеюсь. Нет мини-джека, нет защиты от влаги, нет беспроводной зарядки, нет направленного микрофона, фронталку можно отнести к общим минусам всех Realme. Не порадовали меня результаты теста на частоту дискретизации касания, и по совокупности фишек, включая триггеры, топовую начинку, отличную работу всех компонентов и приятный на сегодняшний день ценник, я отдаю этому смартфону заслуженное первое место. Хотя, повторяюсь, если вы будете приобретать любой смарт на китайской прошивке, все равно с оповещениями придется колдовать, и каждый раз, когда вы будете обновлять смартфон, в 9 из 10 случаев нужно будут повторять все манипуляции. Но те, кто это дело покупают, знают, зачем они покупают подобные вещи. Резюмировать я бы хотел довольно просто. Как многие пишут: Саня, ты фанат BBK. Нет, я фанат всех, кто делает хорошо. Xiaomi делает отличные камеры, Samsung делает великолепные фронталки, почти все смарты с защитой от влаги, но они тормозят, если у них стоимость не запредельная. С другой стороны, флагманы Samsung быстро падают в цене. Про яблоки говорить нечего, все относительно, потому что даже какие-нибудь банковские программы мы уже нормально на них устанавливать не можем, а вырези в экране и огромные рамки рано или поздно всех достанут, правда? Во всяком случае, об этом говорят их продажи. Поэтому надеюсь, что вам топ был полезен. Пишите в комментах, делать ли еще такое. Напоминаю, что на канале топов за последние полгода, наверное, штук 30 уже. Все эти устройства я покупал, тестировал и после этого продавал. Поэтому, возможно, мое мнение не совсем комфортно для многих, но оно мнение человека, который пропустил. Во всяком случае, все железки из этого топа я покупал, тестировал и потом их продавал. Realme продается, к слову, уже довольно просто. Люди о них знают. Всем девайсов из моего топа да. Пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. Приходите на стримы, пишите в комментах ободряющие комментарии, чтобы вывести в поиске этот топ, чтобы люди понимали, что есть Realme, и Realme это, в принципе, хорошо. Главное, подходить к этому с умом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!